Здравствуйте. У меня в машине не желательно курить. Сейчас я брошу кучу. Я не сигареты. Говорю, в машине не курит? А? Не курит у меня в машине? Давай езжай. Мы с вами не поедем с таким отношением. Вызывайте следующее такси. Слышь, я так опаздываю. Мои какие проблемы? Я бросил курить. С таким отношением я уже Каким не поеду. отношением? Таким, все, покиньте автомобиль. Дверь закройте. Всем привет, с вами Life is Strange. Очередной пакет санкций свалился на Россию-матушку. В магазинах цены взлетели до небес, да и полки вот-вот да и опустеют. Но это никак не повлияло на поведение наших с вами любимых неадекватов в такси. Ну что же, друзья, капайте себе успокоительных средств, ведь мы начинаем главный выпуск этого месяца. Топ самых неадекватных пассажиров в такси за февраль 2022 года. Я завожу мотор, капаю Велокардин. Мы поехали. Здорово. Здравствуйте. Будапешка 23. Может, докинешь? Ну, такси, оплачиваешь, поехали. Я понял. Так, посмотрим, где он находится. Я сюда смотрел. Этим докинешь. Будапештская сколько? 23. Будапештская 23. $600. А, по карте он перечислил. Кто перечислит? Я не знаю, кто. О, не понял. Вы не заказывали такси, я просто остановился и все. Ты меня можешь отвезти? Ну да, платите $600, поехали. Так она по карте мне и так не есть. Кто платит? Кто? Бабушка моя. Кто? Ну какая бабушка? Я говорю, вы просто в руке останавливали такси, я остановился. Ну вот, у А меня... какая карта-то? Какая карта может быть? Блядь, начинается, ёпта. Да, сам набери там что-нибудь. Вы хоть мне перевести деньги, что ли? Да По мне карте? вообще до пизды. Что? Или вы хотите перевести деньги или что? За дорогу. Сколько стоит твоя дорога? Ну, я же сказал, $600. 600 рублей. Да? Так. Такси. Вот, такси. Не, это такси нет. Я не по заказу. В смысле? В прямом. А, вы заказывали такси или что? Не могу Ну понять. да, вот сейчас. Нет, у вас там нет никакого заказа. Смотри, Что смотреть? блядь, давай сделаю заказ. Ну, я не приму заказ-то. Мне заказ не придет просто-напросто. Слышь. До Будапешка 20:30 не придет заказ. Нет. Слушай, Я с знаю, бордюра он- остановился. То, что вы голосовали. А. Ну. Ну иди не падает. Ну, да, это Как ты, наверное, саморозил ехал, да? И мне не тяжело постоять. Да вопрос. Нет, ёпта. Я просто не знал. А, Решил. все, понял, счастливо. Нормально. Все дневные пассажиры, все мои клиенты там. Все, кто ездит на такси, а значит с нами. Смешно, конечно, говорить, но очень даже может быть, что мы знакомы с вами.
Нет, не по работе, а по каналу «Странная жизнь», где я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы и с кем бы это ни происходило. И, кстати, данное видео несет исключительно обучающий характер, ведь на примере различных ситуаций из жизни я демонстрирую людям, как не стоит себя вести в цивилизованном обществе. А на примере данного видео пытаюсь показать, что в такси надо проявлять уважение как водителю такси, так и водитель такси должен понимать, что он везет пассажира. Не отключаю. Что ты отключаешь? Ты подожди, ну давай поговорим с ребятами на камеру. Ну, я попросил, ты что, денег не предлагал, чтобы ты там что-то донес? Я Алло. тебя попросил, потом в итоге. Объясните пассажиру, что у него была доставка от точки А к точке Б. Он все говорит, что я какой-то курьер. В указанном заказе от сельхозхозяйственной улицы это тариф доставка. Доставка не от двери до двери, а от точки А до точки Б. Да, совершенно верно. Вот, а он меня убеждает другое и угрожает опять. То, что я такой-то, такой-то, и я курьер. Что в твоем плане угрозы? Подожди, объясни. Ты объясни. Вот смотри, извини, могу присесть, да? Нет, не можете. Не могу присесть. Нет. Все, хорошо, ладно. Объясни, пожалуйста, что в твоем понимании угроза? Вот смотри, ты в прямой эфир меня снимаешь. То, что у вас пропадет, то, что у вас пропадет товар, то, что у вас пропадет товар, то, что я ИП Молодой человек, мои переживания ответственный. по поводу твоего поведения. Ну что, друзья, я хочу разнообразить наш сегодняшний выпуск небольшой викториной. Давайте поиграем с вами. Как вы думаете, сколько вот этот колпак простоит на моей голове? Смогу ли я его удержать до конца этого видео? Ну что же, пишите в комментариях, на какой минуте он упадет и упадет. Вы поставили точку, ну что он есть? Да это я что, каждому пассажиру должен звонить? К сожалению, не в курсе, можно остановиться, нельзя. Ну так надо место выбирать там, где машина может остановиться, чтобы вас забрать. Нет, чтобы знать, где можно машину остановиться. Ну посередине дороги я ж не могу остановиться, вы же должны это понимать. Точку вы поставили на дороге. А я не должен останавливаться на дороге и ждать вас на дороге. Я не должен никому звонить и говорить. Я отметился в точке, где вы отметили. Вас там не было. Я проехал дальше 30 метров на парковку. В чем проблема? Нет, я не пойму, в чем проблема. Я проехал дальше на парковку. Я что, уехал куда-то или что? А я не знаю, где вы стоите. Я не поставил ожидание. У вас сумма сколько была, столько и есть. Какое ожидание? Надо доехать до точки и поставить ожидание. Я ожидания вообще не ставлю. Что вы начинаете-то? Вызвали непонятно куда и какие-то претензии ко мне предъявляете. Нельзя в том, что нужно ставить ожидание. Да у вас ожидания вообще никакого нету. Вот сейчас заказ я завершу. Я сейчас искала где-то вас, непонятно где. А где я должен стоять? Посередине дороги, перегородить всем движение? Вообще вопросов, чтобы вы встали там, где вам положено. Нет никаких вопросов. Ставьте ожидание, когда вы стоите на парковке. Я вам что, ожидания поставил? Вот мы сейчас приедем, я завершу заказ, и там не будет никакого ожидания. Я езжу каждый день в Москве по 2 раза в день на такси. И чё? И чё? И то, что ставят А у меня ожидание. таких каждый день 45, как вы. Отлично. Я вам что, ожидания поставил? Все, у вас плохое настроение, не надо срывать на мне его. Я хочу И матюгаться не надо. и сесть в машину. Вы пришли, сели в машину, в чем проблема? Проблема в том, что я не хочу платить за ожидание, если Я вам что, ожидания поставил? Я вам только что показывал. Сама заткнись. Да ты орать-то начинаешь. Честно, Пошла сюда, блядь. вези давай. Сюда, я сказал. Вышла отсюда. Говорю. Я тоже записываю, не переживай. Поехали. До свидания. До свидания, заказ завершен. Не надо орать, потому Заказ что завершен, ты орешь. завершен. Я говорю, выходи из машины. Выходи из машины. Выходи из машины. Я хочу доехать Выходи до места из положения. машины.
Выходи из машины. Ехать 5 минут. Выходи из машины. Пешочком быстрее дойдешь. Выходи из машины. Выходи из машины. Заказ закончен. Потому что заказ завершен. Заказ завершен. Все, деньги сняли, все, до свидания. Я до сюда довез, все. Ты посмотри, как ты себя ведешь. Хамски. Да. Я на тебя не орал, ты изначально начал. Выходи, говорю, из машины. Я говорю, выходи из машины. Заказ завершен. Выходи из машины, я еще раз тебе говорю. Но я тебя сейчас выкину выйду. Да ради бога, выходи, говорю, из машины. Довезите меня и Выходи из расходимся. машины. Выходи из машины. Когда себя научишься хорошо вести, тогда тебя будут довозить до точки Б. Выходи из машины, я тебе еще раз говорю. Я на тебя не ору, ты начала первая. Давай, договаривайся отсюда. Из машины выйди. Из машины выйди. Из машины, говорю, выйди. Я доехала до точки. Из машины выйди. Из машины выйди. Заказ завершен. Заказ завершен. Заказ завершен. Замечательно, вы не остановились. Заказ завершен. Все, вылезай. Вы не остановились. Я говорю, вылезай. Ну что ты такая глупая, что ли? Да ты хамка-то. Ты начала мне хамить. Я спросила, не доехав до точки. Какое ожидание? Я тебе никакого ожидания не ставил. Так вот со мной разговаривать, мне неприятно. Я сказала, Выходи из машины. ну я не выйду, пока вы Выходи мне не из довезете машины. проспекта Победы. Выходи из машины. Выходи из машины. Я тебе еще раз У говорю. меня времени до 12:30, спокойно могу сидеть У здесь. меня вообще времени вагон. Ну, отлично, вы столько, когда вот вы стоите со мной спорите, вы могли бы уже следующий заказ подать. Это мои проблемы. Я не собираюсь тебя довозить. Потому что ты малолетняя хамка. Отлично. Ты жердяй, который чего добился? Малолетняя говно сидит тут свои права качает. Столица нашей необъятной и многострадальной России знаменита не только бордюрным королем, но и тем, что таксистов здесь заставляет выполнять абсолютно все правила и требования. К примеру, за отсутствие вот этой желтой штуки, которая никак все не свалится, но я контролирую себя буквально как жонглер, за ее отсутствие предполагается штраф в размере от 50 до 80 тысяч, хотя, возможно, он уже и вырос вместе с ценами в магазинах. Слушай, не спи. Слышишь меня? Ты не спи. Давай денежку переводи и дальше поедем. А то, блин, ну, ты пойми. А где мы же? Мы на Невском. Так. Так, а я уже не говорю, да? Да. Момент. У меня еще фон не отокал. Так. Сколько там выходит? 500. Серьезно, что ли? Еще погоди. Да мне уже по времени ты уже больше должен, понимаешь, блин. Пока знаю. катаемся, блин. Лучше я 2 заказа брал бы. Пока кайф и горит. Видишь? Ну, ты разблокировал. Я еще не это. Он сейчас разлочится. И все, ты уже неправильно в код ввел. Кто? В карту? Нет, ты говоришь в телефон. Да, я знаю. Шаг не выпустил. Так можно пока дальше поехать, в принципе. Ну я понимаю, но ты пойми, вот. Я тебя прекрасно понимаю, брат. Да, просто деньги вперед, либо давай я лучше другой заказ возьму. Правильно?
что такое? Да ты сейчас этого не разблокируешь, понимаешь? iTunes у тебя вышло. Блин, ты долго ждать. И не позвонить, да? Ну, не позвонить, конечно, не зайти. А как ты зайдешь, пока ты не включаешь iTunes? Сколько нас выходит? Уже 600. Уже по... Сейчас, подожди. Может, у меня еще просто на Киеве. Слушай меня, вот ты меня сейчас реально задерживаешь. Ну что я могу сделать? Ну вот тебя почалось, Я ты попросил... стараюсь. Вот Я стараюсь, брат, ну что я могу сделать? Я стараюсь. Ну ты же сказал, у тебя есть нал. Я попутал. Ну тогда, ну все, давай, вот я не хочу мне вот просто в свое время тратить. Окей, запиши на мой счет. Окей, запиши на мой счет. Окей, запиши на мой счет. Как это так записать? Нету? Нету такой возможности. Давай лучше лови другого. У меня есть... Что у тебя есть? USDT, эфир, биткоины, Solana, что тебе нравится? Да нет, слушай, давай вот просто... В эфире не принимаешь, да? Не-не-не. И в криптовалюте? Не-не-не. Понял? Давай вот я уже другой заказ пойму, все, поехали. Лови другую. Ты хочешь сраться? Что? Ты хочешь сраться? Давай. Давай. Окей. Окей. Хочешь сраться? Давай сраться. Будет еще проще. Давай. Хочешь по-плохому, я тебе сейчас все скину. Дай мне время. Как твой вариант у тебя нету? Есть. Как есть? Ну попробуй. Ну нет у тебя варианта. У меня заказ, говорю. Давай попробуй другого. Другой не надо, нету. Нету уже. Вот я поймал заказ. И что будем делать? Ну просто попробуй другой таксист. Ну попроси. Я на заказ уже. Я понимаю. Вот. Окей, дай ты мне просто свой... лови. Окей, дай мне свой номер, и я тебе скину 700 сегодня вечером. Нет, вот послушай на меня. честном рукопожатии, брат. Нет, я честный человек. Послушай меня. Вот я тебе еще раз говорю. Я на заказе. Мне уже люди ждет. Понимаешь или нет? Адрес, брат. Куда твой адрес? На Академика Павлова. Ты меня вызвал, что ли? Да. Нет. А кого? Ты меня остановил, понимаешь? Да. Ты говоришь. Да. У тебя есть нал. Да. А оказался что? Ты обманул. Я попутал. Но хорошо, попутал. Не обманул, попутал. Да едь, теперь да, вот послушай, мой теперь друг послушай. наличку вынесет. Брат, ты же сказал... стебешься, что ли? Окей, давай. Что? Хочешь по-хорошему? Ты хочешь по-хорошему? Послушай меня. Вот ты хочешь по-хорошему? Ты хочешь по-хорошему, я тебе предлагаю деньги, ты от них отказываешься. У меня, вот слушай, заказы. Окей, брат, подожди. Я тебе объясняю. Окей, брат, дай мне один звонок сделать. Тебя снимут линии, будешь что-то сейчас разговаривать. Мой начальник, по большей части всех Яндексов Питера. Будь готов. Мне вот, послушай, давай вот давай. Все уже. Давай. Хватит, давай. Вот, все, иди ты в задницу, брат. А тем временем мы уже выпустили, наверное, 3 или 4 видео из серии «Я же мать». «Я же мать в такси» — одно из самых популярных направлений на нашем канале. Но девчата не успокаиваются, и им уже мало просто кататься на экономии, они перешли в бизнес-класс. Давайте посмотрим, как же бесчинствует буквально «Я же матеря». Кстати, а вот она еще держится на голове. На Жуковского едем? Да. Просто у меня бустер не указан. А зачем бустер? А как? 8 обычно. Ну давайте попробуем. Так, а может я бюро?
на кармашке не потерял. Это вот так, в смысле? Ну да. Ну а вы знаете, как правильно пристегивать? Сверху была вот эта. Да. А как она попадает ему на шею, правильно? Ну, у нас со скольки, с 7 лет возможность пристегиваться штатными ремнями автомобиля, правильно? Разрешено с 7 лет, если это безопасно. То есть, если ребенок в 7 лет ростом выше 1,50 м, то, конечно, может. Ну, ребенок в 7 лет ростом выше 1,50 м быть не может. Вот в этом вся проблема этого законодательства, да. Абсурд. Ну, как бы, ему 8,5 лет. То есть вы первый, кто какие-то вопросы по этому поводу ставит. Ну, вы же понимаете, что сначала вы пристегнули совсем неправильно, да? Ну, хорошо, вы можете меня поправить, сказать, что вот, ну, ремень расположится вот таким образом. А без бустера вы не можете его правильно расположить сейчас. Хорошо, потому что ребенок... ну, что вы сейчас мне предлагаете? У нас начинается занятие через полчаса. Что вы мне хотите этим сказать? Вы не повезете нас, вы мне об этом сообщите. Я Ну, вот так точно не повезу, конечно. Потому что срочность того, насколько вы спешите, и то, что я могу оказаться в тюрьме, это несопоставимые вещи. Ну, бустера у вас нет. Если он у вас есть, выйдите, поставьте его, мы поедем. Потому что обсуждать вот это у меня времени нет, понимаете? Понимаю, поэтому вам проще заказать другую машину и ехать так, как вам нравится. Достаньте бустер, мы поедем. У меня нету времени перезаказывать. Вы как вообще... А у меня нет возможности рисковать, вести пассажира. Если вы говорите, у меня есть бустер. Бустер предполагает того, что возможность перевозить детей в таком возрасте, пристегнув с помощью бустера. Да, если пассажир не против. А если пассажир заказывает без бустера, значит он считает, что можно без бустера. И вот этот скандал сейчас приведет к тому, что я останусь без работы. Зачем? Твою мать, вот просто первый раз заказываю бизнес и вот такой говняный водитель. Вот честно, у меня слов других больше нет. Ребят, ну что мы все про пассажиров такси? Давайте напишем в комментариях, что именно нас всех бесит в водителях. Ну, какие-то, может быть, типичные черты характеров, либо какое-то неадекватное поведение, которое вас сильно напрягает во время поездки. Ну и я знаю, что этот канал смотрит множество таксистов. Ребят, вы тоже напишите в комментариях, что вас напрягает в пассажирах такси. Что они такого делают, что вам хочется их вдруг высадить. Давайте как-нибудь вот это обменяемся мнениями, и глядишь, и конфликтов в такси станет меньше. Хотя, что тогда снимать? Что пока? А, мы же в России живем, здесь неадекватов достаточно. Так, пусть ребенок, пожалуйста, пристегнется. Это ваша бутылка? Моя. Моя. Нет, это не моя. Моя целая. Я думала, у меня с рюкзака выпала у меня под сиденьем, но моя целая. Рюкзаки. Видимо, кто-то из пассажиров. Так, ребенок пристегнулся? Там, если с рюкзаком неудобно, то лучше его снять, лучше сидеть. Ага. Маску оденем. Здравствуйте, отдельная рота по Обрусскому району, лесная полиция Бедюков, документы посмотрим. Водительское, свидетельство. Заднюю дверь откройте, пожалуйста. Заднюю? Да. Она открыта. Я сильно стегнулся, чтобы подумал, мы ехали. Он только что расстегнулся. Не, а почему он расстегнулся? Это вопрос. Пойдемте ко мне, машину. Сейчас меня штрафанут на 5000. Работаете, да? А? Работаете? Да. Он только что отстегнулся. А что такое? Документы проверим.
Сколько лет парню? 10 лет. Выключи. Нет, не все. Ну почему вы отстегнулись? Ну вот какого черта? Ну а что думать? До конца поездки нельзя отстегиваться. Чтобы как остановилась машина, сразу отстегнулся. Он же объяснил уже это. Он ничего, сейчас вот если я не предоставлю ему доказательств, то у меня будет штраф как минимум 5000, и так от 100 и выше. Несовершеннолетний не пристегнут в машине. Во сколько у нас поездка началась? Можете посмотреть по своему приложению? Сейчас 21:14. 21:14, мы едем уже где-то 30 минут, да? Угу. Есть регистратор, пусть он заказывает, то, что ты себя пристегнул. Это во-первых. Во-вторых, нашей вины нет. Она начала движение, не убедившись, что ты пристегнул. Сказала, пристегнитесь и все. И она не убедилась, что ты пристегнут, если ты себя не пристегнут. То есть это ее вина. Да. Она должна была посмотреть, пристегнуться ты или нет. Она, между прочим, поехала раньше, чем ты пристегнул. То есть это ее вина. Я виноват, да? Ой, слава богу, отделалась предупреждением. Вот я говорю, хорошо, что регистратор. Господи, аж перекрещусь. Ты пристегнулся сейчас? Все, не отстегиваемся до конца. Ну и поддержать наш канал можно различными способами. Самый простой — это смотреть наш канал и любых других авторов из русскоговорящего сегмента через VPN. Таким образом вы не только поддерживаете наши каналы, но и поддержите в целом все блогерское сообщество, которое переживает сейчас очень тяжелое время. Ну а все остальные способы вы сможете найти в описании к данному видео. Ну давайте посмотрим на следующего неадеквата. Сколько у вас стоимость поездки? Сколько? 50 гривен. Что? За эти деньги я не приеду. И что? А мне сейчас надо тоже быстро. Чем вы делитесь? Зачем вы брали заказ-то? Я, думаете, вижу, куда вы поедете? И вижу цену, когда беру заказ. Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю. Я вижу. Я вас спрашиваю. Я каждого своя работа. Я работаю на работе, а выполняю свою работу. Я же начальнику не скажу, я пошел у меня нет начальника, ведите себя нормально, не материтесь. Вы работаете на фирму Яндекс. Я не работаю на фирму Яндекс. Так что? Я самозанят. Понимаете, я сейчас опаздываю. Я вас не повезу за это. Сука, я тебе сейчас... Сука, я... 80 рублей. Я вас не повезу, я вам сказал. Ну сколько у тебя тариф? Нисколько. Нисколько? Короче. И еще мне тут один прикол в последнее время очень радует. Как отрубили монетизацию для всех зрителей из России, сразу по Рунету поползли прикольчики типа: ну все, эти поганые блогеры пойдут на завод работать. Хотя что-то мне подсказывает, что вот весь этот офисный планктон сейчас пойдет, скорее всего, в такси на работу. Ну а нам, блогерам, на завод и не светит, ведь заводов-то не осталось особенно. Ну, мы что-нибудь придумаем, мы привыкли из воздуха делать деньги. До дома доедешь, наберешь? Да, конечно. Давай. Или напишешь. Давай, братка, сердце. Здравствуйте. Здравствуйте. На Садовую? Да. Поверните направо. А музыка есть? Есть. Включите, пожалуйста. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Радио, правда, Даже на только. заднем сиденье. А? Радио, правда, Да, только. давайте. Не, трогать не надо ничего тут.
Что вы? На магнитолу не надо трогать, я сам включу. Звук переключить? Ну да, не надо ничего рассказывать. Стойте, тормозите такси. Я помешаю в этом. Но трогать не надо. Это Я помешаю в этом. Ну да. Да, помешаю? Помешаете. Сейчас. Поехали. Куда? Ну, какого адреса у вас указано? Ну. Мешают. Это комфорт или что это? Это эконом. Ну, трогать руками ничего не нужно. Да. Без проблем. Пожалуйста, номер вашей машины. На вас же указан приложение. Скажите, пожалуйста, номер вашей машины. У вас все указано в приложении. Владимир, здравствуйте. Вы можете, пожалуйста, отследить мою поездку? Откуда до куда я еду? Получается, со Спортивной до, я не знаю, на Садовой 55 примерно. Да. Сейчас, получается, я геопозицию включу. Сейчас вы можете мою геопозицию следить? Я включил ее. Нет такой возможности, я не смогу видеть ваши геолокации. Ну смотрите, ну ладно, хорошо. Вам нужно оформить заказ именно? Нет, я уже еду, получается, в такси, грубиян едет, хам, за дорогой следит внимательно, но я не могу, я считаю то, что он неправильно поступил со мной в ситуации, когда я к нему сел в такси. Я этот отзыв оставлю в Инстаграме, в Телеграме, где это возможно только. Нагрубил. То, что, он неправильно поступил со мной, то, что неправильное общение со мной. И ваш Яндекс, я работаю в другой франшизе, которая очень хорошо знакома, то что он не прав. Как только это возможно, я это сделаю. Все, спасибо. Сколько проезд? 234 рубля. Не надо вот так себе. Спасибо большое. Ну какое спасибо большое, ты. Спасибо большое. Уже не так свое слово сказал, я самый конченый комментарий. Молодец. Какой потрясающий молодой человек. Оставил мне 16 рублей на чай, оставит обо мне самый конченый комментарий. Но я же думаю, вы посмотрели, какой я все-таки хам.
Специально для всех тех, кто постоянно брюзжит в комментариях на тему «А почему ты не снимаешь видео при неадекватных таксистов?» Ребят, вот там вот сейчас наверху болтается ссылочка как раз таки на видео про неадекватных таксистов. Поэтому не надо брюзжать, а просто откройте глаза и повнимательно посмотрите, какие у нас видюшечки есть на канале. Кстати, смотрите все это через VPN, это очень сильно помогает, тем более вот эта шашка зараза стоила. Надо ехать куда-то, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Не видят вас пассажиры ваши. Так, а они вышли уже? У подъезда стоят давным-давно. Ну, я также стою у подъезда давным-давно. Я смотрю с балкона со своего подъезда и вас не вижу. Ну, я здесь один... Моего, шестого. Я один с включенными фарами стою здесь. Стоите на парковке. Ну, здесь ездят машины, я же не могу мешать проезду. Вы стоите не у шестого, а у пятого подъезда. Вас вызывали к шестому подъезду, там стоят две женщины уже 5 минут. Вы на них хотя бы посмотрели там. Я подъезжал, никто не вышел, ехала машина, я припарковался. Только вы, молодой человек, подъедьте, пожалуйста, как пожилой человек, она не может по льду до вас добраться. Выйдите с парковки, пожалуйста, от пятого подъезда и подъедьте туда, куда вас вызывали, к шестому. Я подъеду, но я подъезжал вовремя, никого не было. Вы меня тоже должны понять. Я стою сейчас на 5-м этаже, уже 4 минуты смотрю на ваш автомобиль. Не надо мне рассказывать, у меня видео включено здесь на камере. Давайте сейчас поспорим тогда, кто прав, кто виноват. Давайте вы не будете со мной спорить, а то я от поездки откажусь. Вы стоите на парковке возле 5-го. Я советую вам не продолжать в таком духе, иначе я просто откажусь от поездки и все. Я прошу вас отвезти пожилого человека по заказу. Выехать с парковочного места и загрузить машину. Большое вам спасибо за внимание. И вам тоже. Потому что там сугроб, там минеральный. Куда вы спрятались-то, молодой человек? У вас здесь машины, говорю, ездят. Понятное дело, но мы-то вышли, машин-то нет. Так я подъезжал, никто не вышел, никого не было. Ехала машина. Вышли, как нам велели. Вы нам хвост показали. И спрятались за сугроб. Я подъехал, я еще раз говорю, я подъехал, никого нет. Ну вы вот прямо у вас здесь дверь в это время открывали. У вас здесь не разъехаться, ездят машины. Я встал туда, чтобы никому не мешать, потому что никто не вышел. Ваш клиент как должен вас найти в этом сугробе? По льду вот метров 50 должны мы проползти, чтобы вы нас довезли. Мы вас вызываем от подъезда. Нет, а как мне перегородить двор и стоять? Вы мне это предлагаете делать? Ничего мы вам не предлагаем, мы вам предлагаем, что вы-то нас тоже поймите. Мы-то не можем лазить по льду, раз мы вас вызываем, значит нам надо от подъезда. Так выходите тогда вовремя, я вот подъезжаю, мы вышли прямо с вами вместе, вы около двери нашей ехали в это время. Ну, тем более, вы, значит, могли сразу мне позвонить. Вы даже на нас не смотрели, мы сколько вот стояли, вам... Я не слышу, что происходит снаружи, у меня шумоизолирована машина. Ну, вот прятаться так от клиентов, это же тоже не дело, правильно? Согласны? Ведь сугробы. Я спрятался, я еще раз вам 10-й раз повторяю, что я пропускал машину. Машины у вас здесь постоянно так ездят. Надо было хотя бы в окно тогда смотреть, и смотреть, где люди у подъезда стоят. Еще спорить они будут. За такие деньги вы нас возите. Не для того, чтобы мы вам тут нотации читали, а чтобы с комфортом мы доехали. Выходите вовремя, ничего этого не будет. От подъезда и до подъезда, еще раз говорю. Это я вам говорю, так, выходим, все, не повезу вас. Ничего, мы никуда не выходим. Я не повезу вас, выходим. Ничего, мы не будем выходить. А что вы тогда как разговариваете, я не понимаю? Ну, потому что вы спрятались-то, а не мы. Я встал у соседнего подъезда, еще раз вам повторяю, ну, машины ездят. Вы на наш подъезд даже не смотрели. Еще раз вам повторяю, машины ездят. Бесполезно все. Это вот с вами действительно бесполезно. Затевать какие-то споры непонятные. Я что, уехал на 100 метров, что ли, куда-то?
у соседнего подъезда встал. По такому льду двум пожилым женщинам невозможно на У меня что, фотографии, что ли, те пассажиров, что ли? Я вижу, знаю, кто ко мне сядет. Вы на подъезд хотя бы смотрели бы. А у вас телефона нет? Вы не можете позвонить, что ли? Не мы же вызывали-то. А я что, знаю, кто вызывал? А мы вот у меня информации вообще никакой, ни о пассажирах, ни о том, сколько человек поедет. Надо смотреть на дорогу. Вот и не надо водителя нервировать, значит. Ну, потому что когда не прав, хотя бы признать надо. Неправы здесь вы, потому что вы начали разговор вообще не в том ключе, в котором это нужно делать. Если вас вызвали к одному подъезду, надо на него хотя бы смотреть. Я подъезжал, еще раз говорю. Какие проблемы? Вышли вовремя, все, я подъехал, сели. Я что, двойной сплошной должен пересекать, по-вашему? Даже свет никто не... Все здесь, молодой человек. Даже свет никто не включит. Вот какие теперь ставятся. Вот я сейчас всем включу, кто после меня пойдет. А, в подъезде? Ну, видите, никому ничего не надо. Это уже один лед. Всего доброго, позвоните. Позвоню. С той ноги, что ли, она встала у вас? Ой, не остановить. Что-то мне подсказывает, что этот выпуск получился самым спокойным в этом году. Ничего, впереди у нас еще весеннее обострение, финансовый кризис и прочие невзгоды, которые встрепенут нервы нашим неадекватам, а те, в свою очередь, водителям такси. Ну, пока что у нас есть еще немножечко времени, давайте поставим лайки этому видео, пока YouTube еще не закрылся, подпишемся на канал и поделимся им в социальных сетях. Давайте назло все это сделаем Роскомнадзору. Кстати, ребят, все, кто говорил, что эта штучка упадет, смотрите, вы были... Блин, похоже, кто-то да и выиграл этот спор. Ну ладно, с вами был Life is Strange, и встретимся уже совсем скоро на просторах назло Роскомнадзора YouTube.